Егор Трофимыч по молодости много на волков охотился и никогда из леса с пустыми руками домой не возвращался. За это его очень уважали охотники и односельчане. Зверя дикого Егор не жалел, не ведал он по отношению к нему жалости. По этой причине волки Трофимыча боялись. Каким-то шестым или десятым чувством чуяли, что по их душу идет охотник. Так страшно было волкам, что они бежали без оглядки или прятались. Но ни убежать, ни спрятаться от охотника не получалось. Очень хорошо изучил он повадки зверя и мог без проблем предугадать его поведение, знал, куда побегут и где их искать. Те, кто с ним хоть раз на охоту ходил, рассказывали потом, что Трофимыч мог волка с закрытыми глазами найти. Кто-то подсмеивался над ними, а кто-то в эти байки слепо верил. В любом случае человек этот свое дело знал хорошо. Чутье у него особое было на волка. Но это все осталось в прошлом. Уже как 2 года Трофимыч был на пенсии и от охотничьих дел отошел. Стал заниматься мирными делами, чтобы не голодать на старости лет, живность домашнюю завел и в лес ходил после дождя за грибы. Да ягоды еще на зиму собирал. Продолжали ли волки его бояться, неизвестно. Но ему на глаза они больше не попадались, а он их больше не искал. Ибо надобности такой боли у него не было. Не было ее до последнего дня. Уже месяц Трофимыч ходил сам не свой. Каждую неделю у него барашек пропадал. Овцами он решил заняться только в этом году. Односельчанин уговорил, мол, дело не хлопотное и прибыльное. Вот и взял небольшую партию в 30 голов, отдав все свои сбережения. Сначала радовался, как ребенок, что будет бизнесом заниматься, а теперь зла не хватает и валидол пачками ест. Пропадают барашки один за одним. Понятное дело, волки повадились таскать. Но никак не мог он взять в толк, почему овцы голос не подают, когда ночью хищники приходят. Странно все это. Эх, была бы собака. Эльза, с которой он на охоту ходил, незадолго до этого из жизни ушла, а новую собаку Трофимыч заводить не хотел, потому как не знал, сколько сам еще протянет на этом свете. Куда потом собаке деваться? Домашнюю живность-то разберут, а собаку чужую вряд ли. Поначалу старый охотник пытался караулить по ночам, чтобы встретить незваных гостей и остановить, наконец, это безобразие. Да только старость, не молодость. Засыпал он у окна. А когда просыпался, одного барашка уже не было. Не каждый день это происходило, но раз в неделю железно. Это, кстати, еще одна странность. Да и вообще, много чего странного было в этой ситуации. Хотя бы то, что следов борьбы никаких не было. А может, барашки сами уходят? Он в это не верил, но что еще было ему думать? Поделился как-то Трофимыч своими соображениями по этому поводу с местными охотниками и односельчанами, а те лишь плечами пожимают да затылок чешут. Сегодня утром вышел Егор во двор и сразу направился в сторону загона. Давно собирался построить нормальную овчарню со стенами, да все не доходили руки. Точнее, денег на стройматериалы не хватало. Вот и жили барашки в открытом загоне с крышей над головой, но без стен. До наступления зимы планировал он реализовать свою задумку, а пока тепло, овечкам и на свежем воздухе нормально живется. С другой стороны, было бы на участке полноценное здание, возможно, и не пришлось сейчас переживать так. Подошел Трофимыч к загону и стал пересчитывать животных. Опять не хватает одного, Егор выругался про себя. Да только на этот раз были на земле следы борьбы, капли крови и клочья шерсти. Почему же молчат барашки по ночам? В общем, надоело это Трофимычу, и решил он отомстить волкам. Сколько можно это терпеть? По старинному обычаю, подкрепленному законодательными актами, надо обязательно лицензию оформлять на волка. Но старый охотник не на охоту шел. Он шел мстить дикому зверю. Разрешения спрашивать ни у кого не собирался. Как и ставить в известность односельчан. По-тихому разберется с волками, и больше никто не будет воровать у него барашек, и будет тогда все хорошо. Достал Егор из сейфа свое любимое двуствольное ружье, взял с собой патроны,
сколько осталось еще с последней охоты, и только стало вечереть за окном, отправился в лес. Да не обычной дорогой, а в обход, чтобы его местные не заметили. Он шел медленно, но уверенно. Несложно ему было догадаться, где волки обитают. Подойдя к месту, где должны быть волки, Трофимыч зарядил ружье и стал ступать осторожно, еле слышно, одновременно с этим прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Он встал за деревом, и сердце его учащенно забилось. Он видел его, взрослого самца, в самом расцвете сил. Какой запросто мог овечку выкрасть из открытого загона. Даже двух. Мощный был зверь. Трофимыч таких никогда не видел раньше. Килограммов под 100, если не больше. Да уж, разжирел красавец, удивлялся охотник. Егор стал целиться в зверя, намереваясь положить его с одного выстрела, но только хотел нажать на спусковой крючок, как волк резко обернулся и, оскалившись, нырнул в кусты. Раздался выстрел, потом еще один. «Да чтоб тебя!» Промазал. Теперь нужно было преследовать зверя по горячим следам, пока не ушел далеко. Трофимыч только хотел броситься в погоню, но краем глаза заметил серую тень в 10 метрах от себя. Он резко перевел ружье в ту сторону, зарядил и выстрелил 2 раза. Дрожащими руками стал перезаряжать ружье. Он понял, что волк не будет убегать. Наверное, логово рядом. По-хорошему, ему это логово надо было сейчас найти и убить волчат, тогда родители уйдут в другие края и оставят его барашек в покое. Но волк рядом, и подставлять ему спину нельзя. Нападет, не задумываясь. Слева от него снова мелькнула тень. Егор быстро прицелился и выстрелил 2 раза. Мимо. Будто играет со мной, подумал старик. Не чувствует угрозы, вот и не убегает. Как-то его наставник рассказывал, что волки очень необычные животные. Не умные или хитрые, это и так понятно, а именно необычные. Они боятся тех, кто реально способен причинить им вред, и не боятся, если чувствуют, что человек стар, слаб или безоружен. Как именно чувствуют – загадка. Но чувствуют точно. На протяжении получаса Трофимыч заряжал ружье, стрелял, затем снова заряжал и снова стрелял. А потом вдруг понял, что патроны закончились. Все до единого потратил он, пытаясь убить мелькающую перед глазами тень. Тем временем стало смеркаться. Трофимыч закинул ружье за спину и поспешил в сторону старой избушки, где когда-то устраивался на ночлег. «Не должен пойти за мной. Я теперь для него угрозы не представляю, а у него волчата». Охотник успокаивал себя как мог и вроде даже успокоился немного. Но внезапно впереди появился волк. Огромный, с вздыбленной шерстью. Он скалил зубы и медленно приближался. Повернувшись, Егор увидел еще один силуэт. «Волчица», — догадался он. «Да, ловко эти волки меня провели». Он машинально схватил ружье, но вспомнил, что патронов нет, взял его за ствол, чтобы размахивать, как дубиной. Волки медленно и осторожно приближались к нему с 2 сторон. «Глупо попался», — корил себя Егор. Они не торопились нападать, будто смаковали этот момент. Не так часто им выпадает возможность отомстить. Отомстить за братьев, сестер или, может быть, родителей. Да и просто поквитаться с человеком, который их убивает, это дело чести. Трофимыч понял, что отбиться все равно не получится. Они разделаются с ним в 2 счета. Он закрыл глаза и стал читать «Отче наш». Он не был верующим, но молитву эту знал наизусть. Запомнил, когда с матерью стоял на коленях и просил Бога, чтобы спас его отца от тяжелой болезни. И Бог спас. Может, и сейчас спасет. Волки громко зарычали почти в метре от него, и Егор инстинктивно сжался, готовясь к самому худшему. Сколько времени прошло, охотник не знал, но уже очень долго было тихо. Открыв глаза, он увидел перед собой силуэт волка, который почти сразу же растворился в темноте. Отпустили. Он хорошо знал повадки зверя и понял, что они не будут его убивать. Удивительно было осознавать, что волки поступили с ним по-человечески. Совсем не так, как с ними поступал он когда-то. Вот и не верь после такого в чудеса.
Причем было совершенно непонятно, это волки его глупого пожалели или же все-таки молитва подействовала. А впрочем, какая разница, он остался жив. Это сейчас самое главное. Подходя к своему дому, Трофимыч увидел свет фонариков и силуэты двух мужчин, которые тащили барашка к забору. А это еще что такое? Удивился он, и тут вдруг все понял. Егор спрятался за деревом, подождал, пока мужчины перекинут животное через забор, после чего быстро вышел из укрытия с ружьем в руках и громко крикнул «Стоять на месте или буду стрелять». Воры замерли. Вместе с ними замер и барашек. Не блеял, не пытался убежать, просто замер, будто был заодно со злоумышленниками. «А ну-ка, повернитесь, голубчики», — приказным тоном скомандовал Трофимыч. Когда мужчины повернулись, он узнал Николая, у которого покупал овечек, и его брата Тимофея. «Ах, вон оно что! Овцы же вас знают, вот и молчали, когда вы их выносили. Но это вы здорово придумали. Обманули старика, и если бы не случай, никогда бы не догадался. Трофимыч, прости», — промямлил Николай. «Не стреляй только. Да на кой вы мне нужны? Барашка этого назад верните и идите с Богом, а завтра остальных приведете». Егор подумал немного и добавил: «А еще овчарню за свой счет построите мне, тогда заявление на вас писать не буду и, может быть, даже прощу со временем». Барашек Трофимычу всех вернули, еще и сверху накинули 10 голов в качестве моральной компенсации. Овчарню построили. А Трофимыч еще долго вспоминал встречу с волками. После этого случая он больше ни на кого не держал зла и всех прощал. Может, с возрастом сентиментальным стал, а может, у волков научился быть человеком.